Короче, раз прогулка у нас на скоростном катере отменилась, решили мы прогуляться вглубь острова на окраину, посмотреть, что там, ну и заодно по пути походить, что-нибудь перекусить. Не знаю. Пошли мы троем, Женя, Ира. Поэтому, если что-то будет интересно, буду рассказывать, показывать. Зашли в придорожную кафешечку, мне тот раз понравился здесь омлет такой. Сейчас мы их закажем и перекусим. Я, например, 2 штучки с удовольствием возьму. Резко так поменялась погода и просто пошел дождик. Такая тучка налетела и принесла дождик. Это классно. Я рад любой погоде. Еще с утра не завтракал, кроме 2 бутылок Сан-Мигеля. И есть уличная такая пища, вот типа омлет. И здесь внутри, сейчас покажу, здесь как бы такая вот колбаска. Какая-то местного вида колбаска. Но я уже брал, это мне понравилось, очень вкусно, легкая еда. Один такой омлетик стоит 30 песо. За это блюдо я отдал 60 песо, грубо говоря, $1. Не знаю, мне нравится. Так что пусть это будет мой завтрак. Ну и сейчас дождик пройдет, и мы пойдем дальше. Друзья, по еде однозначно хочу сказать, проблем никаких нету. Еда очень мне нравится, очень близкая к нашей. Ну, есть нюансы, молочки не хватает. А так, в принципе, Сан-Мигель заменяет любую молочку. Все, приятного аппетита. Посмотрим, куда мы дальше попадем. Короче, едем где-то 3,7 километра, 100 песо стоит. Но мне нормально нравится водитель. Смотрите, как он управляет и денежки. Молодец. Заплатили 100 песо, приехали в магазин посмотреть, что чего стоит. Может быть, что-то себе приобрести, купить. Такой сити-молл. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что есть. В принципе, 3,7 километра занял путь. Мы пошли в самые дальние точки острова. Детский центр в сити-молл, который находится на Боракае. Смотрите, как детям можно здесь поиграть, прийти, оставить и самим пойти сделать покупки и просто отдохнуть. Пусть он небольшой, но я вижу разнообразие интересных игр. Там техника, я так понял, продуктовый магазин. В принципе, цены здесь доступные. Цены на самом деле радуют. Поэтому цена сразу можно обменного курса 1/10, 55-35. Заезжайте в сити-молл, потому что сейчас посмотрим ценовую категорию. Мне кажется, она здесь оптимальна по всем магазинам. Вот, например, маршмеллоу 200 грамм, да? Мне кажется, он такого очень хорошего качества. Он стоит 48 песо. В принципе, это 3 рубля на наши. Я с удовольствием возьму пачечку, а может быть и 2. Вот, например, молочные коктейли, которые, в принципе, они очень вкусные. Нужно с утра пить, как йогурты. Они стоят 56 песо, 6 штук. Это вообще хорошая цена, потому что, если не ошибаюсь, 88 я вчера отдавал за 5 бутылок. Здесь 6 бутылочек, и они стоят... Тут с яблоком вот молочный коктейль, они стоят всего лишь 56 песо. Вот нашел почем прицениться. Сан-Мигель, в принципе, доступная цена, 5.0 оборота, 51 песо. Ну, мы у себя берем также, грубо говоря, по 45 песо. Вы откуда? Рассказывайте. С России. Вы Республика Коми. Мы из Беларуси, очень приятно. Как долго отдыхаете? Уже, да, 10 дней. Ну, вы сюда сразу или вы еще немножко путешествовали? Еще на Палаване побыли. На Палаване? Да, да. Как Палаван вообще? Отлично. Отлично. Что там можно посмотреть? Там острова. Там хороший отдых. Именно плавание по островам, да, туры по островам. Кораллы посмотреть, Кораллы, все остальное.
Ну, мы были на Нигрос и ездили на Апа. Там коралловый риф и такой вулканический остров красивый тоже был. Как бы... А там все в этих островах. Ясно. Тур берешь и причаливаешь там несколько там, типа островов. Ну, а как обычно, Ныряешь, белые красивые пляжи, красивые кораллы, красивые рыбы и все остальное. Как звать? Меня Сергей, очень приятно. Александр. Будете в моем видео, поэтому, Александр, еще раз приятно встретить соотечественников. Братских народов. Ладно. Молодцы, что Всё. путешествуете, рад был увидеть. Сегодня не буду много рассказывать, я принял решение, что один из дней я просто приеду сюда и полностью покажу Ситимол, здесь продуктовый магазин, что почем. Ну вот оливочки меня вполне устраивает, получается банка, полкилограмма банок оливок стоит 328 песо. Смотрите, вполне доступно, без проблем, полкилограмма банка. Все, будет отдельное видео, поэтому не буду сегодня много рассказывать, показывать. Взял себе пиво, маршмеллоу и пойдем дальше прогуливаться. Решил перекусить и возьму вот эту порцию за 199 песо. Здесь какая-то курица нарисована, макароны, кока-кола. Ну и посмотрим, сколько она выйдет по граммам. Попробуем, насколько она будет вкусно. Буду кушать, я вам расскажу. Поэтому возьму ту порцию. Кафе здесь Ситимол называется Джерлоби, как в той песне I want to Джерлоби and this is my life. Просто хочется немножко разнообразить кухню. На одних морепродуктах тоже поднадоедает на самом деле. Уже и рыба, те же устрицы, те же гребешки. Как-то уже хочется что-то другого. Креветки. Вот я еще хочу в ближайшее время, наверное, попробую кальмара, пускай мне приготовят, небольшого одного взять. Если понравится, чтобы хотя бы знать и сравнить можно было. А сегодня вот реально хочется как-то немножко спагетти, макарошек, потому что соскучился, честное слово, по своему домашнему спагетти, барилла, и я их очень люблю, поэтому... Ну что могу сказать? Не знаю, чувствуете вы этот вкус? Вкусно, однозначно. Сейчас скажу, что ножка из себя представляет. Ну, согласен. Курочка нежнейшая, она такая в кляре. И в принципе она неплохо выглядит. Даже девчонки за соседним столом позавидовали мне. Улыбнулись, порадовались за меня, как я это все очень аппетитно ем. Ну что, перекусили, набрали силы и решили прогуляться дальше. Как раз дождь закончился, вот такая здесь переменчивая классная погода. Буквально полчаса и можно идти дальше путешествовать. Пойдем 500 метров, где-то здесь достопримечательность есть какая-то, церковь. Есть много вот заброшек все равно. Каким бы остров прекрасным не был. Вот эта полиция останавливает скутеры и проверяют права, так что особо без права у вас не получится поездить. И смотрят, соответствует ли скутер, например, номера, и проверяют, реально ли эти права действительны, потому что не все так просто, видите, и можно нарваться на неприятности. Так-то имеется в виду, что на Боракай, для того, чтобы, помимо того, что здесь в 10 раз дороже, мы брали за 300, здесь 2 700 взять на день песо, покататься на скутере, то еще и будьте готовы, чтобы вы могли предоставить свое водительское удостоверение. Ну, поэтому это прекрасно, что мы на Боракае просто пешим. И есть электротранспорт, который стоит копейки, 30 песо, есть куда хочешь, в любую точку острова. Все, я пошел разбирать драгметаллы. Медяха, телевизор.
Ну что ты моя хорошая, да не бойся. Филиппинские утки даже не боятся. Вот стоят здесь, их можно вот просто даже почесать. Конечно, тут нормально все у них тут с огородом, как видите. Есть и такие места на Баракае. Спасибо тебе, дорогой. You good luck? What's your name? Алик. Алик. Короче, почти до конца острова дошли, свернули. Здесь была дорога к морю. Сегодня что-то жарко уже стало. И хотим спуститься и как бы идем по такой деревенской улочке жилой. Бетонная немного дорога. Сюда ездят электрокары, тоже людей возят. И в итоге просто сейчас пойдем, покупаемся, посмотрим, куда мы придем. Но по идее здесь должен быть какой-то красивый пляж, в котором можно будет... Будет красивый пляж, в котором можно будет покупаться, что-то жарит сегодня. В принципе, мы сейчас находимся в глуби самой деревни. Ну что, мой дог? Классно походить. Безопасно здесь. В принципе, днем вопросов никаких нету. Сколько я нахожусь, я понял, что днем, где бы ты ни был, никто тебя не тронет и никаких проблем не будет, если ты их сам не будешь создавать. Поэтому... Hi! What's your name? I'm Sergi. Не знаю, куда-то мы пришли, тут тупик или как? Или нам, наверное, сюда, да? Спустились, а тут оказывается вот здесь вот висит замок. И как бы платный пляж, сюда пройти не получается. Ну, пойдем искать другую дорогу. Сейчас есть правее дорога. Я думаю, что она выведет к морю. И ничего не надо будет платить. Замечательно у нас пешие прогулки, в принципе. Мне нравится нахаживать и гулять по этому острову. Остров небольшой. Хай. Как местных спросили, здесь такая вот выход дорога, обошли немного, взяли правее от тех закрытых дверей. И по идее сейчас вправо должны выйти на песчаный пляж. Остальные, ага. А вон мы куда-то там выходим. Нашли дорогу к пляжу. Чуть-чуть прошли, буквально метров 20-30. И сейчас будет такой скат к пляжу. И назад уже пойдем, скорее всего, что по пляжу. Там, не знаю, в горах, не в горах, получится, не получится. Но, мне кажется, будет интересно сегодня прогуляться и такое вот видео за день сделать. Пусть даже без лодки, но у нас все получится. Люди отдыхают.
На пляж, где можно будет покупаться, отдохнуть, посмотреть такую красоту вокруг. Грубо говоря, это почти тот край, как я ходил в левую сторону, только здесь. Сейчас поинтересуемся у местных, сколько стоит лодка, например, проплыть вокруг барака. Может быть, они расскажут. You have a birthday? Happy birthday to you. 21? Yeah. It's my debut. Very big health, smile, and many friends. I don't Okay? many girls friends only. I know don't drink. My friend drink. Жизнь одна, и нужно ее прожить красиво. Tip only picture. Only tip. Tip. Who? No drink? Друзья, у человека, what's your name? Rick? Rick Лус. Друзья, с днем рождения, Рик Лисо. Happy birthday. Вот такие общительные филиппинцы, и эта страна мне этим и нравится. It's good place, it's good people, it's good, very nice weather it's here. I like, I want to live here. And working here. Беларусь. Побыли, посмотрели лодку, поздравили парня с днем рождения, предложили выпить. Я отказался, не сильно хочется на жаре пьянствовать. Такие красивые места здесь, смотрите. Вообще как бы шикарно смотрится. Уже как бы вторая половина дня. И мы сейчас будем просто обходить, смотреть. Я покупался, уже немножко свежее стало. А то уже какой-то тепловой удар начал чувствовать. Ну, сейчас походим, посмотрим, что там. Красиво, смотрите как. Такая, как бы можно сказать, заброшка. Вау, от которой открывается такой вот шикарный, красивый вид. Есть такие места, где, смотрите, там мост, который снесло волнами, наверное, когда был шторм. И в итоге такая вот красивая бухта. Я знаю, как оно обходится. Мы сейчас пойдем по верху, вот сюда по этой лестнице, и выйдем там дальше. Друзья, не жалейте времени, не жалейте денег. Это то, что нужно наслаждаться каждый год. И стараться к этому стремиться, отдыхать. Потому что наша жизнь одна. И не устану повторять. Деньги мы заработаем, а время уходит. У нас у всех осталось как минимум 35 зим. А это не так уж и много. Интересная заброшка, не знаю. Тянет меня в какой-то андеграунд. В свое время, мне кажется, был шикарный здесь отель. Такие вот первобытные рисунки на стенах сегодня здесь.
Такое ощущение, что, смотрите, здание было построено как бы в естественной скале и плюс еще дополнили современными материалами. Такие маленькие бунгало какие-то, как музей какой-то был. Не поленюсь, немножко спущусь вниз. Мне кажется, это было как такое музейное здание, где можно были такие проходы внутри пещеры, и люди могли просто прогуливаться здесь в этой прохладе и смотреть какие-то либо на море, либо какие-то красивые вещи, которые здесь были установлены, либо аквариумы еще такого плана. Вот так мы пойдем. Ну, думаю, что опять же это ж возможно последствия 2020 года, когда не выдержал, тоже Боракай был, пострадал. А может быть просто закончились инвестиции. Но оно очень красиво. Я вам не могу описать, но смотрится, смотрите. Я думаю, это были естественные скалы. Немножко где-то нарастили даже вот эти чаши. А может быть просто была зачищена скальная порода и была зачищена скальная порода, и люди просто-напросто здесь приходили, отдыхали и просто путешествовали. Вот оно дальше идет, и можно любоваться этой красотой. Столик, дерево, вообще просто. Представьте себе, вы сидите на закате, красивое дерево, стулья, шум прибоя, и вы просто релаксуете. Да, это, конечно, это красиво, я вам честно скажу, это очень красиво. А внизу было тоже как кафе с нижними проходами, витринами и, наверное, столиками для отдыха. Вот там, где парусники, вдали виднеется наша 1-я, 2-я и 3-я береговая линия. Мы сейчас постараемся вдоль этого всего берега туда пройдем пешком. И придем к себе, сполоснемся и будем немного отдыхать, встречать вечер. Так что еще будут красивые места, я обязательно хочу вам это показать. Пусть это здесь и где-то в полуразрушенном виде, но это очень красиво, честно. Посмотрите на эту зелень, я почему-то когда смотрю в эти горы, у меня начинает кружиться голова. А вон красавец и белый самолет, еще один чартер, который скоро делает круг до конца острова, мы так летели, и будет приземляться вот в тех горах. Друзья, красотища. Больше ничего не хочу добавить, просто очень красиво. Интересное было место. Вдоль скалы идет такая тропа, дорога. Конечно, сейчас опасно здесь ходить, но мы уже выходим на пляж.